Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и сегодня речь у нас пойдет опять о магнии, то есть о его применении в подкормке различных растений. Очень популярное минеральное удобрение у наших садоводов-огородников это вот такое, как сульфат магния. И правильно. Почему? Потому как магний у нас входит в состав хлорофилла, а это основной компонент всех зеленых растений, благодаря которому осуществляется фотосинтез, осуществляется синтез различных сахаров, которые питают растения. И, в общем-то, в принципе, все на Земле растительное включает в себя магний. Есть только буквально несколько растений, которые не имеют хлорофилла в составе. Хлорофилл входит в состав хлоропластов и в конечном итоге, в общем-то, синтезирует все полезные вещества. И наши огородники его активно используют. Но удобрение, в принципе, довольно-таки как бы дорогое. И я хочу предложить вам способ изготовления этого из удобрения, вернее даже не этого, а еще лучшего компонента этого удобрения. Как все мы знаем, существуют такие вещи, как хелаты, которые в последнее время очень популярны благодаря тому, что растениями они напрямую усваиваются практически мгновенно. То есть после полива проходит даже буквально какие-то там десятки минут, там час, и растение уже впитывает эти вещества, потому что они подготовлены для прямого использования. Так вот, такое удобрение мы можем получить из очень дешевого удобрения, которое продается и есть практически везде. Это вот такой вот у нас порошочек, доломитовая мука, которая в свою очередь представляет собой, я бы сказал, такое комплексное соединение, состоящее из карбоната магния и из карбоната кальция. Но доломитовая мука вообще абсолютно нерастворима в воде, и растения, сколько бы ни сыпали доломитовой муки, она ее никогда, в общем-то, впитать просто сама по себе не сможет. Доломитовая мука вносится обычно только осенью. Для чего? Для того, как попав в почву, ее должны съесть какие-то микроорганизмы, червяки, какие-то там грибы, то есть какие-то живые существа. Когда она попадет к ним в желудок, там пройдет какая-то реакция, и они переобразуют этот магний, который нерастворимый, и тот же кальций, который нерастворимый, в вещества, которые уже растения будут спокойненько усваивать. Но как бы нам не хочется ждать, и поэтому мы сейчас сделаем очень подобное вещество с помощью еще одного компонента. Этот компонент у нас будет лимонная кислота. Для нашего эксперимента нам понадобится 2 части доломитовой муки и 1 часть лимонной кислоты. Ну, то есть берем столовую ложку доломитовой муки и чайную ложку лимонной кислоты. Я уже предварительно лимонную кислоту растворил в горячей воде. Доломитовая мука вот находится у нас во втором мире. Сейчас мы эти компоненты смешаем и покажем вам, что произойдет. Вот я вам наливаю лимонную кислоту. И как мы видим, у нас идет очень-очень бурная реакция. Идет выделение углекислого газа, все шипит, что и должно происходить. В данном случае у нас образуется сейчас 2 очень полезных вещества для наших растений. Это цитраты. Цитрат магния и цитрат кальция. Как мы знаем, и кальций, и магний очень-очень полезны. И после того, как вот это вот все произойдет, мы вот эту вот смесь растворяем на ведро воды, поливаем наши растения, которые нуждаются в магнии. Особенно полезно это делать именно весной, потому как еще, когда почва только что оттаяла, еще наши микробики, наши червячки и так далее не работают. Они еще там только просыпаются. А растюхам нашим уже нужен магний, потому что магний у нас в хлорофилле
Если мы посмотрим на молекулу хлорофилла, то самый центральный элемент у нее идет магний, а дальше уже все остальное. В общем-то, она очень такая объемная, интересная молекула. Посмотрите. Как бы в ней заключена вся зеленая жизнь. Поэтому, чтобы получить такое вот удобрение, хелатную форму за копейки, можем применять вот такой вот способ. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Будем показывать вам, как еще можно чего-то сделать из довольно-таки дешевых удобрений и преобразовать их в более доступные формы, нужные нашим растениям. В общем, всем до новых встреч, до свидания.